Хвичу Кварацхелию хотят топ-клубы. Масштабная перестройка в ПСЖ. Бавария ищет замену для Томаса Тухеля. Кандидаты на замену Хави. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Барселона может продать Алекса Бальде летом, если получит хорошее предложение. Как пишет Mundo Deportivo, крупное предложение по защитнику каталонский клуб может принять. Если Бальде сменит клуб летом, Барса постарается подписать более опытного игрока на эту позицию. Среди вариантов Серджи Корона из Лас-Пальмаса, а также возвращение Алекса Валье, который выступает за Леванте на правах аренды. Также каталонцы не планируют продлевать контракт с 33-летним Маркосом Алонсо. Он покинет клуб бесплатно этим летом, а его в команде сменит 17-летний Эктор Форд. Основным левым защитником на случай ухода Бальде видят Жоау Кансело. Также касательно Барселоны, испанский клуб не планирует продавать Гави. Недавно в нескольких источниках появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны ПСЖ. Как пишет Марка, в Барселоне ничего об интересе парижан Гави не знают. По этому поводу не было ни неформальных, ни официальных контактов и сообщений. В руководстве Барсы информации об интересе ПСЖ к Гави не придают значения. Его считают одним из неприкосновенных игроков, фундаментальной частью команды и видят одним из капитанов Барсы в будущем. В связи с этим вариант с продажей Гави не рассматривается. Кроме того, всем очевидно, что Гави относится к Барсе с максимальной приверженностью. В сентябре полузащитник продлил контракт до июня 2026 года. В нем прописаны отступные в размере миллиарда евро. С ноября Гави восстанавливается от травмы передней крестообразной связки. ПСЖ изучает варианты на рынке в рамках подготовки к уходу Кильяна Мбаппе. На лето клуб запланировал масштабную перестройку, которая, как ожидается, приведет к более гармоничному распределению обязанностей в команде. ПСЖ подпишет одного или двух игроков атаки, а также усилит полузащиту и оборону. Благодаря уходу Мбаппе ПСЖ сэкономит около 200 миллионов евро за год, что даст клубу пространство для маневра. По данным L'Équipe, приоритет ПСЖ для усиления атаки – нападающий Наполи Виктор Осимхен. Он не против вернуться во Францию, где выступал за Лиль с 2019 по 2020 год. Прошлым летом Аурелио де Лаурентис требовал за Осимхена не менее 150 миллионов евро, но в этом году может снизить цену. Также обсуждаются кандидатуры вингера Ливерпуля Мохаммеда Салаха и полузащитника Ман-Сити Бернарду Силва, о котором ПСЖ мечтает уже несколько лет. В этом году у португальца будут действовать отступные в размере около 60 миллионов евро. Кроме того, парижский клуб проявляет интерес к вингеру Милана Рафаэлю Леау. Зимой ПСЖ думал о трансфере Йозуа Киммиха, но Бавария быстро пресекла любые попытки переманить игрока. Летом французский клуб вновь попытается договориться о трансфере игрока, у которого не сложились отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем. Контракт Киммиха действует до лета 25-го. Среди игроков этой позиции руководству ПСЖ также нравится Бруно Гимараеш из Ньюкасла. Отмечается, что ПСЖ хочет подписывать очень молодых игроков, которые уже проявили себя на высшем уровне. Усилить защиту хотят, подписав защитника Лиля Лени Йоро, в котором также заинтересованы мадридский Реал и Манчестер Юнайтед. Кроме того, ПСЖ может вернуть Хави Симонса из аренды в Лейпциге. Немецкий клуб хотел бы сохранить полузащитника еще на сезон. И изначально ПСЖ эта идея нравилась, но после ухода Мбаппе ситуация в клубе серьезно изменится, поэтому не исключается, что парижане захотят видеть Симонса в составе. Также, по сообщению Le Gazzetta dello Sport, парижский клуб проявляет интерес к форварду Интера Лаутаро Мартинесу. ПСЖ внимательно следит за ходом переговоров между Лаутаро и Интером о новом контракте. Срок нынешнего соглашения рассчитан до 26-го. Интер предлагает продление до 28-го. Лаутаро хочет получать 10 миллионов евро за сезон, но предложения Нерадзури едва доходят до 8 миллионов. Интер оценивает форварда в 150 миллионов евро. При этом в команде нет ни одного игрока, которого считали бы неприкосновенным. Если ПСЖ предложит 100 миллионов евро без учета бонусов, переговоры могут пройти быстро.
Барселона и еще два клуба проявляют интерес к Хвиче Кварацхелии. Как пишет Матина, Наполи обсуждал с Вингером продление контракта, но при переговорах возникли проблемы, так как окружение футболиста просит о значительном повышении зарплаты до уровня Виктора Осимхена. На этом фоне Барселона проявляет интерес к Хвиче. В борьбе за него также участвуют Челси и ПСЖ, но наиболее конкретный интерес исходит от каталонцев. Барса делала запросы по игроку еще летом, но в переговоры так и не вступила. Отмечается, что интерес к Хвиче возник много месяцев назад. Летом Бавария может побороться за Хаби Алонсо с Ливерпулем. Как пишет The Times, вероятность отставки Томаса Тухеля с поста тренера Баварии летом растет. В случае увольнения специалиста мюнхенский клуб поборется с Ливерпулем за Хаби, который сейчас возглавляет Байер. Отмечается, что после поражения от Лацио в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов руководство мюнхенской команды занялось изучением вариантов на смену Тухелю. Если Бавария вылетит от Лацио или продолжит отставать от Байера в таблице Бундеслиги, то руководство команды может рассмотреть вариант с увольнением Тухеля по ходу сезона. Есть вероятность, что исполняющим обязанности тренера Баварии может стать Ханси Флик, но Алонсо все равно останется предпочтительным кандидатом. Барселона склоняется к тому, чтобы назначить немецкого тренера после ухода Хави. Как пишет Mundo Deportivo, в Барсе рассматривают кандидатуры сразу 4 немецких тренеров. Один из них – Ханси Флик, взявший требл с Баварии. Недавно он сменил агента. Теперь его интересы представляет Пини Захави, у которого близкие отношения с президентом Барселоны Жуаном Лапортой. Кроме того, Захави – агент Роберта Левандовского. Флик предложил свои услуги Барселоне и знает, что клуб заинтересован в его приглашении. При этом Ханси, который уже какое-то время учит испанский язык, хочет еще немного подождать с окончательным решением о будущем, чтобы оценить все предложения, которые получит. Тухель – еще один кандидат на пост тренера Барсы. У него очень хорошие отношения с Захави, и он тоже предложил себя каталонскому клубу, понимая, каким шатким стало его положение в Баварии. Кроме того, обсуждаются кандидатуры тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана и Юргена Клоппа, который покинет Ливерпуль по окончании сезона. По информации Спорт, по поводу Нагельсмана у Барса существуют различные точки зрения, которые не рекомендуют его по этим причинам. Он пробудет в сборной Германии до середины июля, что замедлит предсезонную подготовку к следующему сезону. А также клубу нужен более опытный тренер. А в пользу Флика говорит тот факт, что сейчас он без клуба, а также обладает крупными трофеями. Кроме того, в каталонской команде знают, что он очень заинтересован в этой работе.